Миллионер никогда не позволял себе слабостей. После того, как его жена ушла, оставив ему младенца с диагнозом, который поставил крест на надеждах на нормальную жизнь, он полностью сосредоточился на бизнесе. День за днем, год за годом он выстраивал империю, в которую вкладывал все – время, энергию, сердце. Он любил сына, заботился о нем, обеспечивал всем необходимым, но между ними всегда стояло молчаливое расстояние, будто через стекло. Он не знал, как быть рядом. Сын рос в тишине просторных комнат, окруженный вещами, но не вниманием. Его дни были заполнены процедурами, занятиями с терапевтами и редкими, сдержанными визитами отца. А еще присутствием женщины в голубом платье с белым фартуком. Уборщица. Она появилась около года назад, скромная, улыбчивая, с теплым взглядом и терпением, которого хватало на обоих. Она не просто убирала, она замечала. Подмечала, где скучно, где грустно, где надо задержаться чуть дольше, чем нужно. Однажды мужчина вернулся домой неожиданно рано. Он шел по коридору, когда услышал музыку. Необычно, в доме редко звучала музыка. Он открыл дверь в гостиную и остановился на пороге. На фоне светлой комнаты, залитой солнечным светом, его сын кружился на колесах своей инвалидной коляски. Он смеялся. Рядом с ним танцевала уборщица, она подняла руки, как будто дирижировала ритмом, двигаясь легко и свободно. Их движения были игрой, диалогом, почти волшебством. Они смеялись. Он давно не слышал этого смеха. Он даже не был уверен, что слышал его раньше. Мужчина стоял в дверях, и внутри него что-то треснуло, не больно, не резко, а как лед, который наконец начал таять. Он понял, что присутствует при чем-то настоящем, тонком, теплом, живом. С того дня все стало меняться. Сначала были разговоры. Он начал задерживаться дома, интересоваться, сначала осторожно, потом с растущей вовлеченностью. Женщина в голубом платье умела слушать. И его сына. Она не жалела, не боялась, не давила. Просто была рядом. Тихо, но по-настоящему. Со временем они стали семьей не сразу, не по привычному сценарию, но так, как это должно было быть. Не по расчету, не из долга, а из того простого танца, в котором впервые прозвучал смех его сына. И когда он вновь стоял в дверях, уже не как прохожий в собственном доме, а как отец и муж, он понял, самое важное он нашел не в кабинетах и цифрах, а в обычной гостиной с голубыми стенами, где звучала музыка. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного. Спасибо.